Привет всем исследователям микромира. С вами канал Под микроскопом. И сегодня на предметном стекле у нас настоящий блокбастер. Мы продолжаем нашу серию экспериментов с популярными напитками. И сегодня проверим главное, что сделает легендарная Пепси-кола с живыми существами. Помните наше прошлое видео с Кока-Колой? Тот результат удивил даже меня. Но сегодня все может пойти по совершенно другому сценарию. Почему? Потому что состав у Пепси немного другой. И это важно. А пока смотрите на этих сегодняшних героев. Это нематоды, круглые черви. Вы только гляньте на эту огромную толпу. Их здесь бесчисленное количество. Плотность такая высокая, что они буквально путаются друг с другом, образуя живые узлы. Это выглядит как настоящее логово змей в миниатюре. Потрясающее и одновременно пугающее зрелище. Среди них есть особи всех размеров, от совсем крошечных, всего 50 микрон, до настоящих гигантов этого микромира, почти полсантиметра. Если присмотреться, можно заметить самок переполненными яйцами. Жизнь здесь кипит, и они даже не подозревают, какой сладкий шипучий сюрприз я им приготовил. Многие из вас в комментариях спрашивали, а не вреднее ли Пепси, чем кола? Сегодня мы это выясним. Я дам вам ответ, который вас удивит. Но сначала давайте еще раз полюбуемся этой первозданной хаотичной энергией. Как они извиваются. Это идеальное состояние для старта теста. Ладно, хватит теории, давайте угостим наших маленьких змеек каплей Пепси. Набираю напиток в микропипетку и внимание на экран. Вы только гляньте, как капля врывается мощным напором прямо в самую гущу событий. Всех нематод просто смыло волной в одну кучу. Это был настоящий цунами для микромира. И вот тут начинается самое интересное. Посмотрите на тех, кто оказался на передовой, на первой линии контакта. Мы видим то, что я называю астматическим ударом. Это не просто сахар. Давайте я объясню простыми словами. В Пепси много растворенных веществ, сахара, кислот, солей. Они создают мощное астматическое давление. Вода из тела нематод начинает выходить наружу, чтобы разбавить этот раствор. Представьте, что вас начинает медленно сжимать изнутри. Вот что чувствуют черви. Некоторые нематоды мгновенно замерли, остальные заметно замедлились, как будто попали в густой кисель. Движение становится дерганым, неестественным. Давайте повторим эксперимент, чтобы исключить случайность. Капаем вторую дозу прямо в центр этой копошащейся массы. И снова та же картина. Удар, кратковременная остановка на пару секунд, а затем они снова пытаются двигаться. Но обратите внимание, скорость уже совсем не та. Прежней легкости в движении нет. Пепси начала свою работу. Многие зрители пишут, во всем виноват сахар, среда становится слишком плотной. Но только ли в сахаре дело? В Пепси ведь есть еще ортофосфорная кислота и углекислый газ. Кислота снижает pH, а пузырьки СО2 физически травмируют нежные покровы червей. Напишите в комментариях, как думаете, если бы мы использовали Пепси без сахара, эффект был бы слабее или сильнее? Прошло 3 минуты с момента первой порции напитка. Посмотрите, как изменился характер движения. Слева наши нематоды в обычной чистой воде, какими они были в начале. Справа то, что происходит сейчас в растворе Пепси. Как видите, разница колоссальная. В чистой воде они извиваются активно, хаотично, быстро. Они исследуют пространство, сталкиваются, разбегаются. В Пепси их движения стали плавными, замедленными. Их наконец-то можно спокойно рассмотреть в деталях. Они больше не напоминают бешеный рой. Теперь они действительно похожи на маленьких змей, которые лениво переползают друг через друга. Добавим еще одну каплю для закрепления эффекта. И снова мгновенная реакция, замирание, а потом медленный, очень медленный возврат к жизни. Это похоже на борьбу организма с агрессивной средой, но здесь нет нервов, нет сознания, есть только химия и биология. Нематоды не чувствуют боли, но их клетки реагируют на раздражители так же, как наши.
Время летит, прошло 10 минут эксперимента. Вид нематод изменился еще сильнее. Теперь они напоминают маленькие скрученные резинки. Тела стали короче, толще. Это результат обезвоживания. Вы помните про осмотическое давление? Вода продолжает выходить из клеток. Основная часть группы практически остановилась. Движения стали вялыми, вымученными, редкими. Если присмотреться, некоторые черви лежат полностью неподвижно. Только кончик тела слегка подергивается. Конечно, среди них и есть отдельные шустрики, которые пытаются сопротивляться, но их осталось совсем мало, может быть 1 на 100. Давайте проведем быстрый мысленный эксперимент. Если бы у нас был таймер, показывающий уровень активности, то за первые 30 секунд он упал бы на 80%, за 10 минут на 95%. Это катастрофическое падение. Но самое удивительное впереди. Многие сейчас подумали, ну все, эксперимент окончен, черви погибли, не торопитесь. Я специально держу паузу, потому что следующий кадр вас удивит. Нематоды – одни из самых живучих существ на планете. Они способны выживать в экстремальных условиях, в вулканических источниках, во льдах Антарктиды, даже в космосе. И сладкая газировка для них – лишь очередное испытание. Но что покажет отметка в 20 минут? Если смотреть невооруженным глазом или на малом увеличении, может показаться, что эксперимент окончен. Движения почти нет. Капля кажется мертвой. Большинство тел замерло в причудливых позах. Некоторые черви свернулись в спирали, другие вытянулись в струнку, третьи согнулись буквой «С». Это не поза покоя, это вынужденная поза обезвоживанного организма. Прошел ровно час с начала нашего теста. Я намеренно не добавлял в воду, чтобы проверить чистый эффект пепси без вмешательства. На первый взгляд – тишина. Движения в капле почти нет. Большинство тел замерло. Неужели пепси оказалась фатальной? Давайте не будем спешить с выводами. Переходим на максимальное увеличение 1000 крат. Это предел моего микроскопа, и сейчас вы увидите то, что не показывает в обычных экспериментах. Вот она, правда микромира. Посмотрите внимательно. Каждая нематода, которая выглядела погибшей, продолжает едва заметно шевелить самым кончиком головы. Это поразительно. Они не погибли, они просто максимально замедлили свой метаболизм, чтобы выжить в агрессивной среде. В науке это называется криптобиоз – состояние, когда все процессы в клетке почти останавливаются. Более того, посмотрите на яйца внутри самок. Они выглядят здоровыми и живыми. Даже бактерии, которые плавают вокруг спустя час в агрессивной среде пепси, продолжают свою активность. Значит, пепси – это не мгновенный яд, это кома. Итак, какой итог? Пепси-кола вызывает у микроорганизмов сильнейший астматический шок и практически полностью тормозит их активность. Но уничтожить их полностью за 1 час ей не под силу. Однако не спешите радоваться за нематод. Если бы мы оставили их в пепси на сутки, они бы превратились в мумии из-за полного обезвоживания. За час они выжили, но стали по сути овощами живыми, но неподвижными. Их нервная система подавлена, движения отсутствуют, реакция на раздражители минимальная. Так что пепси это не яд, это кома. Она усыпляет и обезвоживает. Природа оказалась крепче, чем мы думали, но у всего есть предел. А теперь ваша очередь. Напишите в комментариях, какой напиток проверить в следующий раз. Энергетик, кофе, кислотный лимонад или может соленый рассол. Ставьте лайк, если хотите продолжения, подписывайтесь, чтобы не пропустить новые эксперименты. До встречи под микроскопом. Пока-пока.